tāda ēna izslīd no grāmatu augstiem. Мне сейчас действительно страшно. Что это за звук был? Кто ты? Кто-то захоронен. Брать на свободу духа. Какие-то помехи идут, мать. Ну что, этот день настал. Да, чувак. На самом деле, ребят, по ту сторону экрана, вы-то не знаете, но этот выпуск, эта идея и вот этот конкретный день зародилась в наших головах еще в далеком, в июле, да? В середине, наверное. Летом это было, да. Летом. Мы уже это с лета обсуждали, с лета планировали. И сейчас нас просто переполняют дикие эмоции, радости, что наконец-то мы здесь. Мы не знаем, что будет сегодня вечером, потому что рассказы довольно, как сказать... Ну, такое неоднозначное мнение на самом деле складывается. Кто-то говорит, что там что-то есть, кто-то говорит, что ничего там нет. Ну, видимо, нам предстоит это сегодня узнать, поэтому мне очень интересно, что там будет. Я прям хочу побыстрее уже. Вот он. Вот он. Вот, ребят, здесь мы проведем ночь. Здесь. Вот в этом здании. Смотри, он какой красивый. Старенький. Старинная выглядит. Вот там на фотке как раз колонный зал, где мы будем. Мы еще ничего не знаете. Посмотри, семья эти окна просто. Такое чувство. Ну ладно, сейчас нет, сейчас день. Сейчас день, да, но видно, что да, представь в этом окне, вот там вот. Чтобы кто-то стоял. Что, Поэтому... ты готов? Ну, погнали, с Богом. Ну все, с Богом, ребят. Сигнализация. Музей истории Риги и мореходства является не только старейшим публичным музеем в Латвии и Прибалтике, но и одним из старейших в Европе. Он был основан в 1964 году, и в основе его богатых и разнообразных фондов лежит коллекция естественно-научных, исторических и художественных предметов рижского врача Николауса фон Химзеля. После смерти врача его мать Катрина фон Химзель, выполняя завещание сына, передала коллекцию в дар Риге, и уже в 1773-м Рижский магистрат постановил создать музей, назвав его именем Химзеля. На протяжении следующих лет фонды музея пополнялись изделиями местных фабрик и заводов. Развитию деятельности музея помешала Вторая мировая война, а также последовавшее за ней установление советской власти в Латвии. В этот период музей неоднократно менял свое название, и как раз таки в 1964 году он получил свое нынешнее название – Музей истории Риги и мореходства, в котором отражается его новое направление в работе. Сегодня в фондах музея хранится более чем 500 тысяч предметов, системизированных в 80 коллекций. У Риги, как у любого важного средневекового города, был свой палач, который решал судьбу преступников. Меч палача сразу можно опознать очень легко, благодаря тому, что он не острый. Не острый, да. То есть он не предназначен для того, чтобы протыкать кого-либо, он предназначен для одной прекрасной функции – рубить либо конечности, либо голову. Единственное, надо отметить, что палач рубил головы только дворянам. Это достойная смерть. Все остальные, пожалуйста, будьте любезны быть повешены. Но если говорить о вот таких крипи-экспонатах в нашем музее, то это две вот эти засушенные руки, которые палач отрубил вору, это правая рука, и фальшивомонетчику, это левая рука. Почему именно так? Отрубалась виновная рука. То есть, если вор ворует правой рукой, то именно она и отрубается. Да. Фальшивомонетчик, как можно видеть на этой гравюре, он держит печать, когда подделывает монеты левой рукой, наказывается левая рука. Кроме того, это важная социальная функция. Если рижанин в средние века идет по улице, им навстречу идет человек, у которого отсутствует правая рука, правая кисть руки, то он понимает, что перед ним вор, и надо проверить карманы, на месте ли деньги. И лучше
будет поберечься этого человека. Ну и надо отметить, что далеко не каждый палач имел меч. То есть простые палачи, они рубили топорами. Отрубить мечом голову то же самое, это гораздо тяжелее. Это нужно иметь особый талант. Поэтому надо сказать, что рижские палачи были виртуозами. Вот как ты считаешь? Сейчас надо обдумать ответ вначале. Что у меня нет. Просто мы вот реально, мы почему-то думаем, что есть. Не знаю, но... По историям... Здесь есть все предпосылки для того, чтобы было бы. Ну да, Потому самое что старое помещение. Безумно Одно старое из самых помещение, одно из самых старых помещений на территории Риги. Рядом располагалось кладбище, здесь жили монахи, здесь происходили исторические события. Поэтому предпосылки могут быть. А дальше уже все в ваших руках найти что-либо или Но нет. ты не Нет, видел ничего, да? Нет. И недавно никакой информации там, что были какие-то шорохи, звуки, вот прям, не знаю, Нет. месяц, два, Даже 3. ничего не слышно. Даже ничего не слышно, мои шорохи и звуки – это группы туристов. Нет, ну да, но сторожи ничего такого не рассказывают, какие-то байки. Не знаю, как-то не слышал сам. Ладно. Жалко, ну ладно. Зато мы сегодня можем... Мы это проверим Да. сегодня. В 17 веке в Риге располагались шведские казармы, которые охранялись очень необычным способом. Вокруг казарм стояло 20 таких деревянных барабанщиков, 20 деревянных кукол, у которых была одна особенность, общая их особенность, которую можно увидеть здесь, с этой стороны, сзади этого барабанщика. Внутри них были механизмы, от которых протягивались веревки. Эти веревки протягивались под полом, который специально не был закреплен. И если какой-то человек подходил к казармам, он проходил по этому полу, пол начинал двигаться, веревки начинали вибрировать, и они приводили в движение все механизмы внутри. Да. И все эти 20 барабанщиков начинали отбивать какой-то ритм. Это система сигнализации 17 века, механическая. Это, конечно... И это самая старая механическая кукла во всей Северной Европе, которую мы знаем. Вот это... А ты только представь, ты ночью здесь в темноте Да, я ходишь, тоже работаю. и он как начнет барабанить. Не, я Надо отключусь от страха. отметить, что наши реставраторы нашего музея поработали над ним, и он теоретически может работать. Единственное, мы его не запускаем, Сломаться. поскольку он может сломаться, естественно, но по крайне особым поводам это мы делаем. И, соответственно, это сигнализация. Всё. К счастью, сигнализация. А она будет так ночью постоянно? Нет, кто-то просто ставит всё, на понял. сигнализацию двери колонного зала в соседнее помещение, видимо. А мы, если мы там... Она не заработает? Ну, как там? Если мы что-то не то... Я думаю, наверное, все откроет, скорее всего. Камера? Нет, это звук сигнализации, который означает, что что-то все-таки поставлено на сигнализацию. Да, все. Все хорошо. Просто очень долго было. Видимо, кто-то очень долго набивал код или что-то забывал. Тогда все хорошо. Пока что все хорошо. Ладно, да. Можно выдохнуть. Это урна с сердцем рижского поэта Йохмана, которую он подарил семье своего друга. Завещав хранить, семья спустя век ее передарила, отдала музею, и с тех пор в фондах музея она и хранится. То есть там в этой урне внутри законсервированное сердце поэта. Вау, интересно. Столько всякой информации, я не успею все обработать. Столько всего интересного. Музей располагается в одном из самых древних зданий столицы, в восточном крыле ансамбля Рижского Добского собора. Переход из собора в музей идет через крестовую галерею, мимо сада, где в середине века находилось кладбище. Говорят, что все тела до сих пор еще не были выкопаны, и кусочки их костей можно увидеть на поверхности сада. В XIX веке здесь начали широкие археологические раскопки, которые продолжались и в XX веке, и вся территория была изучена, все тела были перезахоронены в другом месте, за исключением территории вокруг Танзория. Да.
То есть вот это место, где мы видим вот эти две райские яблони, они не изучены. Там, соответственно, могут быть еще тела. Ого. А что за кладбище было? Это кладбище Домского собора. У Домского собора было два когда-то кладбища. Одно из них, так называемое серое кладбище, где хоронили бедняков города, оно располагалось там с северной стороны Домского собора, где сейчас детская площадка находится. Ага. А здесь было зеленое кладбище. Здесь хранили либо самих священников и духовенства, либо богатых людей города, которые могли позволить себе быть захороненными здесь. Это кладбище было активно с 13 по 18 век, то есть на протяжении 5 столетий с момента основания Риги здесь хранили лучших людей города. В итоге к 18 веку здесь образовалось 11 слоев могил. Их хранили друг на друга уже, потому что территория здесь небольшая, естественно. Ну да, мало места. Все это кончилось трагически в 1709 году, когда произошло большое наводнение, когда Даугава затопила территорию Старой Риги. Уровень воды в Даугаве поднялся достаточно серьезно, можно сравнить примерно с уровнем мемориальной таблички, посвященной епископу Альберту, основателю Риги. То есть вот примерно до уровня этой мемориальной таблички поднялась вода в Даугаве, естественно, вся Старая Рига затоплена, и произошло крайне неприятное событие. Вода, естественно, размывает землю, вода, естественно, размывает и здания. И все те люди, которые были захоронены в Домском соборе, а в нем, естественно, как в любом соборе, захоранивали под надгробными плитами людей, как и люди, которые были захоронены здесь, они увидели свет еще раз. Это все всплыло, это все отравило воды Риги. Ужасно. И в итоге из-за того, что питьевая вода была в Риге отравлена, здесь началась эпидемия холеры чудовищная, в результате которой половина населения города вымерла. И с тех пор в 18 веке было принято решение запретить захоранивать людей на территории Старой Риги, поскольку это слишком близко к Даугаве. И с тех пор территорию этого кладбища начали постепенно очищать, превращая его в сад, каким он и является сейчас. Но все равно кто-то может там до сих пор еще появляться из земли, да? Я так нам понимаю? говорили, что тут иногда Да, бывают кости появляются. находятся. Не, ну тут вообще красиво очень. А это все музей или я просто путаю? Практически все это музей. Ну вот это... Это музей. С этой стороны тоже, там 3-й этаж, это архив городской. Да. А это... Ну и Домский собор. Да, точно. Но вы сегодня будете обедать именно в этом крыле музея, потому что именно там были события, связанные как раз-таки с Лигитой, с этим красным кардиналом. И там еще колонный зал. И там также колонный зал. В 18 веке это помещение перестраивают в этот зал колонн в классическом стиле. Здесь основывается первая публичная рижская библиотека, где хранятся книги, где работают местные интеллектуалы, включая того же самого философа просвещения Гердера, которому установлен бюст рядом с музеем. Впоследствии библиотека переехала в другие помещения, а этот зал стал частью музея уже, который здесь постепенно разрастался с 1773 года, потому что в 1773 году наш музей был основан, в следующем году нам 250 лет получается. В следующем? Да. То есть у нас как раз большой юбилей в следующем году. Вот, в следующем году ехать. В следующем году надо ехать. Потому что писали, что типа его можно увидеть перед важным, именно увидеть перед важными событиями. Ну, это определенно должно быть важное событие. Это в феврале будет происходить. Февраль. Да. Кстати, скоро. В смысле, в феврале, наверное... то есть... Я имею в виду юбилей музея, да. Вот сейчас, который год закончится, февраль. Февраль 23-го года. Надо было в феврале ехать сюда. Очень красивый зал, кстати. Ну, там по лестнице вниз можно спуститься, соответственно, и вниз вы сможете ночью там тоже гулять. И зарядки есть. Ну да, ставить аппаратуру очень легко. Крис, ты готов? Да, пока не страшно, когда свет, не страшно. И не стемнело. Когда есть еще Влад рядом, да, вообще и Влад рядом еще, не знаю. Вообще не страшно. У меня скоро рабочий день закончится, я выйду, свет погаснет и стемнеет. Жалко. Ну и перейдем к странностям. Сотрудники музея прозвали его «красным кардиналом». Обычно те, кто засиживается над работой допоздна, слышат иногда необъяснимые звуки и ощущают что-то необычное.
Особенно, кстати, все эти звуки доносятся из колонного зала, в принципе, где мы сейчас и находимся, и помещений, расположенных рядом. Возможно, привидение с этим местом что-то связывает. Его можно увидеть перед важными событиями. Так в музейных записях отмечено, что его видели перед обеими мировыми войнами и перед знаковыми для музея датами. Несмотря на это, сотрудники музея не боятся его и даже привыкли к нему. Kāpēc jūs izvēlējāties tieši šo muzeju un cik jūs ilgi strādājat? Nu, es mācījos lauksaimniecības akadēmijā, vīnrūpniecības nodaļā, un praksē sūtīja uz šampāniešu fabriku mazgāt pudeles. Jā. Bet, ja cilvēkam 19 gadi, tad viņam mazgāt pudeles nav tas mīļākais. Un tad man mamma iekārtoja pie savas draudzenes arheoloģiskajos izrakumos, kurus šis muzejs ir apkavēts Rīgā. Man likās tas daudz jaukāk nekā pudeļu mazgāšana. Nu, un tad man iepatika, un es šeit paliku. Un nostrādāju 53 gadus. 53 gadus. Jā. Jā, tagad uzreiz mēs varam pāriet pie svarīgākā jautājuma. Varat izstāstīt par to dienu, kā viņa sākās, kā viņa beidzās? Nu, kā viņa sākās, es tā varbūt ne tā gluži visu atcerēšos, bet bija lieta tā, ka muzejām 1973. gadā bija 200 gadu jubileja. Un toreiz es un mana kolēģi bijām jaunās meitenes, students, lai gan strādājām jau šeit. Un mūsu uzdevums bija vakarā iztīrīt tepiķus, jo apakšā ir lielā kolonzāla, kur notiks svētku svinīgais pasākums. Un bija jau kaut kādi 11:30 vakarā, ka viena no cienījumiem darbiniecēm teica, Ligita uzēja augšā, paņem putekļu sūcēju, un tur ir tāds liels tepiķis, to tepiķu vajag iztīrīt. Putekļu sūcējs atradās šeit, kur kādreiz bija vecā biblioteka. Un es apakšā no kolonzāles aizgāju, izņem putekļu sūcēju no kastes, pieceļos un tā iešu. Un uzreiz man priekšā tāda ēna izslīd no grāmatu plauktiem, nu tāda vīrieša ēna. Nu, var saprast, tas nav sievietes siluets, vīrieši, tādā garā, violetā apmetnī ar kapuci. Nu, pārsteigums bija milzīgs un liekas, ka viņam nav galva. Varbūt, ka viņš to galvu bija nodūris, bet tā mirklī es to nesapratu. Vienkārši skatoties uz priekšu jau pusskriežu, viņš tā lēni pagriezās un bez skaņas atvērās durvis, viņš izgāra. Tik ātri skrējuši savā mūžā neesmu. Man nevis pēc minūtes spiegdama bija lejā kolonzālē. Tur tā kundze cienījumos gados, kas uzsūtīja pēc putekļu sūcējuma. Saka, nu ko tu spiedz? Tā nu kā, es saku, es tikko spoku redzēju. Viņa saka, nekādu spoku, tas ir kardināls. Viņš vienmēr parādās svarīgos notikumos. Viņš ir parādījies pirms Pirmā pasaules kara, pirms Otrā pasaules kara. Tagad muzejam 200 gadu. Protams, ka viņš parādījās. Es jau nebiju dzimusi ne pirms Pirmā, ne pirms Otrā. Vispār nezināju un arī tos dokumentus nebiju lasījis. Nu jā, nu tas arī tā viņš izgāja. Jūs domājat, viņš joprojām šeit ir? Es domāju, noteikti. Noteikti? Jā. Pa godu muzeja 200 gadiem bija muzeja grāmata, tāda vēsturiska. Izdota liela grāmata, un tā kā fotogrāfs kolonas zālē strādāja, nu tā kā visi aizgājuši. Eksponāti, kas būs tajā grāmatā jāfotografē. Un tā viņš arī teica, ka dzird, kad iet soļi, nekāda vēja nav, tā kā lieta, ka vējiņš būtu lapas pašķīrs. Viņš teica, nu ilgāk par 12 viņš negribēja strādāt. Jūs pēc tā ticat, ka spoki eksistē? Jā, bet es arī pirms tam ticēju, ka viņi ir. Kā var raksturot tās tā kā emocijas, kas jums ir? Pārsteigums, bailes un diezgan tāda nepatīkama sajūta, ja tu zini, ka visi kolēģi tur apakšā. Un es zinu, ka neviens to kā joku nevarēja издарить. Да я не знаю, что думать. По факту это в архивной находится. Ну, мы туда видеть не не можем. увидите. Может быть, рампот сработает, они же не замеряли. Ну, по факту, если они проходят, если говорят, что призраки через стенки проходят, хотя он открывал дверь, может, он пройдет оттуда. Короче, мы сейчас Равшану будем рассказывать, что мы сегодня будем делать. Привет, друг мой. Привет. Знаешь, где ты сегодня ночевать будешь с нами? Ночевать? Ну, проводить ночь. Мы, короче, сегодня проводим ночь в музее с привидением. Да, есть, оказывается. Мы
сами не знали. Да вот тут рядом. Да. Стать якобы призрак, и мы сегодня будем исследовать ночью музей вместе. Ну мы уже договорились. Пошли. Ребята, привет! С вами Two Souls. Сегодня мы находимся в музее истории Риги и мореходства. Сегодня с нами Равшан. Мы его взяли, чтобы нам не было так страшно. И сегодня мы здесь проведем целую ночь только втроем. И посмотрим, ли мы сможем здесь зафиксировать какую-нибудь активность. Есть тут призраки, не есть? Как ты кажется? Скажу так, я скептик, я не верю. Ну, проверим. Мне интересно, откуда вообще призраки появились? Ну, то есть тут кто-то умер, может быть, когда-то, это его призрак, или с чем это связано, что тут гуляет призрак? Ну, и почему у него нет головы? Ну, непонятно, мы, типа, делали интервью, и гид рассказывал, ну, об этом месте очень мало чего известно, именно, типа, про музей тебе могут рассказать, про все вот эти вот предметы, но про самого вот этого чела никто даже понятия не имеет, кто это, он, типа, один раз вот показался. Покажем тебе потом ту комнату, Ну где не это один было. раз, не один раз. Там же были ситуации еще в первую или какую там вторую мировую. Под описание это один и тот же человек? Но вот Ну, по описанию только один человек сказал, какой он. да, но еще есть момент, то что в саду, там куда мы сейчас тоже скоро пойдем, там было кладбище, но оно в принципе до сих пор есть, потому что в каком-то месте, в определенном, еще не все захороненные были выкопаны, и то есть можно в какой-то момент, когда там дождь идет, увидеть, как из земли вылезают косточки. Ну, типа, фрагменты косточек. Да, ничего да, себе. да. Так Получается, что, не глубоко захоронили. так что видишь, тут может быть типа одно привидение, но на том кладбище типа, ну, что Тут, там. кстати, может быть, могут быть другие. Да, Может быть. да. Тут столько этих не комнат, а как они называются? Помещений? Помещений, да. залов? Да, тут очень их много. Мы иногда сами, ну, пока мы тут ходили, мы до сих пор, ну, путаемся, типа. Давайте покажем ему, что, где, как. Потому что мы-то знаем, что тут все находится. Погнали, погнали! Вот краски про руки, которые мы и говорили. Вот. Руки. Вот, собственно. На перчатку похоже. Я так детально не рассматривал, это так стрёмно. Это реально, типа, человеческая рука. Блин, а известна женщина или мужская? Мужская. Почему ты думаешь? Да, это два разных человека. Угу. У них такие маленькие руки были еще, хотя они Там высох, сворачивают, да. Значит, что мы, в принципе, пришли в то место, где как раз таки видели привидения. Все те разы, когда там была какая-то Первая или Вторая мировая война, это точно неизвестно, где это происходило, но именно Лигита, которую мы сегодня брали интервью, вот, в принципе, видел здесь. Я могу рассказать про вот этого вот паренька с барабанами, но давай лучше подойдем к тому, потому что это что-то совсем все плохо. Похож на садового гномика. Нечем играть. Это просто садовые гномики. Вон, смотри, какой чел. Смотри, какой он. Красавец. А голова Это поворачивается? кукла. Механическая. Кукла механическая, которая, вот, механизм интересный. Смотри, какой. Вот. И он, в принципе, сигнализировал что, Крис? Он работал как сигнализация. Да. Если кто-то наступал, там он стоял, кто-то вот так вот делал шаг. Вот, я не знаю. Может, веревка как-то была натянута. Вот. И он, в принципе, на барабанчиках играл. О, Равшан, зайди в эту штуку. Зайди в эту штуку. Побудешь еще куку. Привет. Спуки. Спуки. У-у-у. Отсюда, вот прямо с этих дверей, я не знаю, ногой он его расталкивал, не знаю, выбивал. А ноги у него были? Не знаю. Не, у него был мантия, какой-то мантия. красный плащ, типа. Да, красный плащ, мантия, без головы, вот, и он, в принципе, отсюда прям вылетал, медленно так. Да, дверь открылась. В какую сторону он, типа, улетел, неизвестно. Там архивная, но нам туда нельзя, к сожалению. Да, и туда, к сожалению, Вот нельзя. это деревом пахнет какой-то древностью. Да, ну посмотри. Ну так она, да, она очень древняя, типа. Но сигнализации в том году не было. Да, не сработало, я думаю, почему она не сработала? Да, такой замочек. Короче, да, в принципе. А вот это Зевс. Да? Или ты просто наугад сказал? Я не знаю. Давай смахивай. Что думаешь, Ник? Что я думаю? Ну что думаешь? Я думаю, сегодня будет весело. Ты готов? Нет. Равшан изучает просто историю. А дверь можно не закрывать.
Дверь не надо. Надо было фонарик Где я взять. хожу, тут раньше могилки были. Ну, типа того, да. Да, да, Хранили. Вот, тут кто-то еще лежит. Тут есть кости? Ты видишь кости какие-нибудь? Я только яблочки вижу. А яблочки интересные такие Хочешь маленькие. яблоки? Оставь, а потом даем. Тут мыли знаменитых латвийских самураев, получается. Получается, что так. А сейчас сюда деньги кидают. Чтоб вернуться? Чтобы вернуться. Я бы не хотел. Так, кстати, там вижу лицо. Чё? Но мне лицо напоминает. Где? Ну, издалека, по крайней мере, напоминало, пока фонарь не посветил. Типа это глаза. Ну, в общем, забейте. Когда было темно, больше на лицо казалось. Надгробные плиты. Можешь поизучать. Вот, что за мрамор. Ты это видел? Может там кто-то есть? Можем посмотреть? Что-нибудь есть. Там провода. Так, ну что, мы Ну уже, что, сейчас- в принципе, пришли в музей. Все, обратно вернулись. Покушали. Покушали вкусненько. Покушали. Теперь мы будем ходить и прислушиваться к звукам. Потому что говорят, что они часто доносятся из колонного зала, куда мы сейчас направляемся. И помещение рядом. А это помещение рядом находится. Да, ребят, мы хотели все записывать в полной темноте, но, к сожалению, полную темноту нельзя сделать. Нельзя, да. Это уже не наша вина, но будем смотреть, прислушиваться. Сейчас у нас 22:45. Да. Еще мы заметили, что заметно похолодало тут. Похолодало, но я не знаю. За меня нос потом дико холодный. Потрогал? Действительно. Когда тут сад был. Нифига себе, как это выглядело. Тут еще заборчики были, старые окна. Сейчас мы направляемся в колонный зал. Самая такая атмосферная и самая красивая комната этого музея. Единственная, которая темная. Сейчас сядем друг от друга, я думаю, подальше, чтобы прислушаться к звукам. Ну что, здесь кто-нибудь есть? Мы тебя не обидим, мы просто хотим с тобой поговорить. Чего? Что? Чего? Что-то отсюда есть большой трески. Часы рабочие или нет? Равшан. Услышал часы, подожди. Они не работают. Они не работают. Давайте тут посидим. Сядьте, где я сидел. Ну я до этого слышал трески, я Ну думал... давай ты сядешь здесь, а мы отойдем подальше. Знаешь, на что эти трески похожи были? Ну, Например, что-то приезжает и стекло издает такой вот звук. да. Я не знаю, как описать его. Вот такой звук там был. Такой... Я не знаю. Давай попробуем еще раз послушать. Если это был ты, ты можешь сделать это еще раз? Что такое? Вот, такой звук похож был, нет? Да. О, чик-чик-чик, вот это. Ну а чего он мог бы быть? Ну, кстати, ветра же тут нету. Нет, все окна закрыты. Ну это, мне кажется, вибрация. Похоже на вибрацию. Да, это вот тут где-то звук. Вот это вот тут. А что ты можешь шуметь? Короче, мы взяли с собой два прибора. Один это EMF, он по сути должен ловить электромагнитные волны, поэтому если призрак будет проходить рядом, то лампочка должна загореться либо желтым, либо оранжевым, а если будет красная, то, я не знаю, это демон. Какой-то совсем, да, это очень Вот, плохо. пока все нормально. Если поднести ее к рации, то сразу будет что-то происходить. Но если мы отойдем, то она выключится. Держи, ты будешь с ней. А второе, самое интересное, это REM-под, маленькая версия. По факту, как он работает. Выдвигается антенка, включается. Он работает так, то что если кто-то пройдет мимо него, то он запищит. То есть по-другому, никаким образом он не может запищать. По-другому Даже он если вообще никак. человек рядом проходит, вот как я здесь хожу, то он не сработает. Вот как только я прохожу мимо, вот такой вот маленький паренек. Давай попробуем поставить и еще поговорить. Ну можно попробовать. Все работает. Погнали.
Если ты здесь и вправду есть, пожалуйста, дай нам знак. Пройдись мимо этого девайса. Что-то ничего не происходит, чёчки. Никто ничего не ощущает странное? Нет, пока что все в порядке. Не знаю. Но я сейчас и трески не слышу. Мне кажется, рано делать выводы еще. Может, давай поставим его посередине? Давай, пробуем. Пройди мимо этого девайса. Знаешь что? Ну что? Там просто какой-то... Просто месиво какое-то. Просто Рокки, мне кажется, нужно менять комнату, чувак. Ну, труп на месте пока что. Слава богу. Можно прям у двери поставить. Давай. Достаем. А в этом же парне не должно быть никаких электричества. Что? Только что-то желтый доходил. Он доходил до желтого. звук? Да. Ты слышал этот звук? Ну это окно. Он до желтый. Да, желтый, реально. Он до желтый доходил. Серьезно? Все, теперь я буду снимать то, что прибор показывает. Мы только пришли в комнату, где видели привидение, и сразу же уже... И сразу же уже начинается какая-то, Он как раз может сейчас быть, стоит. активность. Вот мы поставили ремпот, поэтому да, он у двух входов и выходов пройти мимо почти нереально. А вот из этой двери как раз таки выходило привидение. Блин, почему я не снимал? Он реально доходил по всему. Может, в этой кукле кто-то живет. Издай еще раз этот звук, который ты делал до этого. Или пройди мимо прибора. Или возле барабанщика. Здесь кто-нибудь есть? Это с улицы. Ладно, давайте, может, не знаю, займем позиции, помолчим. Что это за звук был? Ты пугаешь. А что? Это я ботинком вот так. Ты так делаешь? Ты чё? Я подумал, ремпот сработал на секунду. Ты живешь в Архивной? Крис, когда ты это сказал, у меня было. Что? Что? В смысле было? А куда ты направлял его? Я вот как так держу, так и держал. Крис просто спросил у тебя... Когда он говорил, да, было так. Мы ради тебя сюда сегодня пришли. Хотим понять, что ты здесь. И хотим с тобой поговорить. Неужели ты себя не покажешь? Не знаю, почему он не хочет с нами общаться. На нем прям уверенно было момент. Но в нем нет никакой... Ну, просто... Просто из чего он сделан, не знаю. Я хочу словить волну. Равшан так прорекламировал прибор. Да, работает, отвечай. Вот, ребят, верите вы в привидения, не верите? Напишите об этом обязательно в комментариях. Нам будет интересно почитать. Ну вот, кстати, если здесь есть привидение, и, допустим, мы узнаем какой-то знак, можем, вот ты как хотел с фонариком, можем сказать ему, что пусть играет на барабанах. Мало ли, если реально здесь будет какая-то активность, то мы можем сказать, чтобы он доиграл на барабанах. А ты представь, вот сейчас я вот так вот ввожу, и он так резко... Можешь выиграть на барабанах. Да, если ты здесь есть, то хотя бы одной рукой можешь пошевелить. Тебе всего лишь так по ниточкам чуть понажимать. Ну или пройди мимо нашего прибора. Дай нам какой-то знак.
Малейший звук, шорох, скрип, шаги. Дай какой-нибудь знак. Почему? Вроде говорят, что кто-то есть, но никого нет. Не понимаю. Возможно, это происходило очень давно, поэтому, может, его сейчас с нами нет. Я не понимаю. Такой страшный. Он очень голова повернута почему-то. Я меня почему-то напрягает. у меня сейчас в воображении так, что он сейчас голову развернет и как начнет на барабанах играть. Но меня все равно вымораживает. Он очень стрёмный. Подожди, а если его называть именем, мы его разослим так? По именам называть, да я не думаю, что он должен обидеться. Кардинал, ты здесь? Так кажи, что ты тут. Издай звук. Ты слышишь? Это был ветер, по-моему. Такой ветер, такой тихо, такой. Да. Такой, знаешь, даже если это ветер, он все равно какой-то очень кинематографичный, очень реально. Кто тебе отрубил голову? Может, все врут? И тебя нету? Может, ты на самом деле не существуешь? И все это сказка? И ты вовсе не страшный. Сделай что-нибудь, покажи свою мощь. А может, ты просто не можешь? Слушай, я не знаю, насколько хорошо демона бесить, если он есть. Брать на свободу духа. Ну, типа, да, это не демон. И не говорили, что он злой. Он вроде добрый. Его, мне кажется, нельзя даже называть тем, кем он является. Значит, мы нарушили все правила. Вы совсем какие-то бесстрашные Бесстрашные. исследователи. Надо же подпить. Мы вышли на улицу. Вышли на улицу делать очередной эксперимент и посмотрим, будет что-то или нет. Потому что пока что ничего. Просто ноль. 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 Где Ноль. активность? Где красный кардинал? Красный кардинал, выходи, давай. Мы тебя Пока Не вы боимся, мы смотрите, тебя можете ждем. подписаться на Two Souls. обязательно. Я знаете, что предлагаю? Прямо вот на центр выходить и ставить там всё. Ну что, эксперимент на улице. Ставим рампод между двух деревьев, где говорят, что кладбище. Да. Погнали. Прямо сейчас мы стоим прямо на кладбище. Тихо. Красный кардинал, может ты здесь, на улице? Может ты вышел подышать свежим воздухом? Ты тут захоронен? Тут до сих пор есть трупы, которых не выкопали. Есть тут души умерших. Если вы тут, пройдите мимо нашего прибора. Покажите, что вы здесь. Мы просто хотим с вами поговорить. Здесь кто-нибудь есть? Сигнально. Походу есть. Машина сигнальная. Дайте знак нам какой-то. Звук так, будто мебель двигают. Что? Звук, будто мебель двигают. Где? Да, это самолет. Я так испугался этой тени сейчас. Посмотри, как там метка отображается. Я внутрь хочу пройти. Ты внутрь хочешь? Там походить. Да? Что думаешь?
Пока сложно что-то говорить. Возможно, все изменит наш последний эксперимент, о котором Равшан не знает еще. Равшан не знает. Это могильные плиты. Проверим их. Ну он же работает, ну вот, ну. Все чисто. Чисто? Вообще ничего? Вообще никак, ни намек. То есть по факту единственное, где была какая-то тема, Это где прям его и видели? это где его видели. В колонном зале какие-то эти звуки непонятные, но это просто стекло. Да там все, там ходуном ходит. Там еще тусовочка. Там еще тусовочка рядом. Единственное, остается вот та комната, где его видели. Там что-то было, там хотя бы, вот как Равшан сказал, что там было? Прибор показывал. Да, электромагнитное поле дошло до... Середину. Да, до желтой. А это уже, ну, это уже хоть что-то. Она не может просто так это сделать, тем более... Только что я тут везде прошелся, он не сдвинулся со своей начальной точки, то есть все чисто было. И в зале том же тронном тоже ничего не было. Непонятно, может с этой куклой что-то не так. А знаешь, говорят же, что духи могут заселяться в куклу. Да, я... Это же тоже, по сути, кукла. Ну да, я об этом и подумал. Причем она такая главная, по центру стоит. Ну теперь ты меня еще больше напугал. Я не знаю, может попробовать его разозлить? Что думаешь? Да я не знаю, я как бы... Я сам по себе верю в это во все. Но я никогда с этим не сталкивался, но я не думаю, что злить это хорошая идея. Хотя мы уже его вроде как разозлили. Мы его на слабо брали. Да, мы его брали на слабо, и мы говорили то, что он призрак, типа. Да, нельзя называть призрака призраком. Да, типа. А как, дух? Никак вообще. Вообще не говорите об этом. Типа уважительно к нему относиться, а мы прям... Ну, мы тогда очень плохо у нас все. Ну что, ребят, мы уже сделали все свои эксперименты. Остался самый последний, самый интересный и самый зрелищный. Равшан до сих пор еще не подозревает даже, что мы собираемся сделать. Я им специально сказал, не рассказывайте мне, хочу сюрприз. Вот. И поэтому в этой самой обстановке мы решаемся ему об этом сказать, потому что уже ролик в принципе подходит к концу. У нас была идея, она достаточно страшная, не знаю, до сих пор мне страшно, и на нее соглашаться, я думаю, что Кристопу тоже. Да. У нас есть идея разделиться. Для этого у нас здесь есть рации, поэтому у нас есть камеры. И попробовать поставить эксперименты в одиночку, посмотреть на реакцию. И у нас вот как раз таки есть такие правила. Есть 3 локации. Мы долго думали, как принять решение и распределить каждому по локации. И приняли решение, что будет честным, чтобы мы скинулись на Цуефа. В принципе, каждый вытянет свой билетик. Как судьба распорядится, так, в принципе, и получится. Так, это сейчас мы разыгрываем, кто идет там, где его видели. Да, кто проигрывает, тот туда идет. Слушай, у меня что-то сердце начинает. Все, давай. Цуефа! Ну, типа... Ну отлично. Я тебе желаю удачи, мой родной. Тот, кто сейчас... Проигрывает, идет в колонный зал. Тот, кто выигрывает на улицу. Да. Давай. Цуефа! Да Ну чё, Давайте. удачи? С Богом. Кристо первый отделился. Давай просто никуда не пойдем. Может, машину просто сходим. Покурим. За Кристофом посмотрим. С камер пойдем к охраннику. Пончик возьмем, попьем чайку. Отличный план. Наверх получается. Угу. Тут уже темно. А тут уже светло. Ну, труп на месте. Уже хорошо. Мне сейчас действительно страшно. Вот и я здесь.
Ну, закрываем дверь. Пацаны, как у вас дела? Ну, я пришел на место, скажу так, что действительно атмосферка тут, ой, как не очень. Типа не очень? Ну, есть у меня такая небольшая тревога. Чел, я стою посередине колонного зала в темноте. Слушай, я вообще захожу сюда, и на меня смотрит этот охранник, ну вот этот барабанщик. Слушай, а почему Некит на связь не выходит? Может, потому что он дальше всех? Ты хочешь сказать, что у нас нет связи с ним? Я не знаю, какие-то помехи идут, мать. Алло, вы меня слышите или нет? Алло, слышите меня? Ребята меня не слышат, походу. Ну вот и остались мы каждый по своему месту, можно так сказать, которое каждому выпало. Я не знаю, насколько мое место самое страшное или нет. Давайте попробуем послушать звуки. На самом деле, вот листья, когда падают, издается такой звук сомнительный. Только что было такое чувство, что слева было какое-то движение от меня, и у меня сейчас такие мурашки по телу пробежали. Я не помню, когда мне последний раз было так страшно. Не знаю, видно вам. Вот колонный зал. Спереди. Ну, если честно, не помню название прибора. Пищалка. Давайте ее установим на прежнее место, где его, в принципе, и видели. Ё-моё, это Равшан включил рэм-под. И я чуть не всрался только что. Ну что теперь? Наблюдаем? Ребят, на самом деле, такие исследования, вы же понимаете, что у нас это впервые, и мы еще только учимся. Вот, поэтому насчет качества вы это нас сильно не бейте. Вот, мы стараемся. Вас очень много людей смотрят без подписки. Нас это очень расстраивает. Пожалуйста. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, напишите комментарий, потому что, кто такое еще делал? Особенно в нашей стране, в Латвии, никто такого еще не делал. И мы действительно очень сильно стараемся и надеемся, что вы оцените это. Вы же видите, какое качество мы выдаем. Мы растем ради вас. Мы читаем ваши каждые комментарии. Нам очень приятно. Поэтому будьте с нами. Спасибо каждому из вас. Вот, а дальше смотрим, наблюдаем. Ребята вообще говорили, что мне фонарик не нужен. Даже с фонариком как-то. Как-то мне тут неспокойно. Там этот прибор. Ой. Ну ладно. Ничего страшного. Ну, что тут? Все в порядке. Все хорошо. Попробуем провести эксперимент. Я ничего перед собой не вижу, но у меня немного руки трясутся. Я здесь один, и если ты здесь, покажи себя, издай какой-нибудь звук, сделай эту лампочку другого цвета. Я просто хочу пообщаться, узнать, почему ты здесь, что тебя связывает с этим местом. Блин, ребята, как же сильно скрипит пол. Блин, самое обидное, что я перед собой ничего не вижу. Я просто иду и гляжу куда-то, непонятно куда. Но пока активности никакой нету. Ребят, я боюсь немного, но что не сделаешь ради контента, проходя по всем этим помещениям, только без своих коллег, без своих друзей, немного страшненько. Ну ладно, попробуем засечь какое-нибудь движение или же звуки, шорохи. Может быть, нам повезет. Сядем, может, на скамью, вот это вот шикарное. Звуки от листьев, конечно, очень
очень, не очень в таком мраке находиться одному в полной тишине при звуках листьев и разных шорохов всяких веток. Очень страшно. Я вообще боюсь темноты. И сейчас даже вот сижу и просто борюсь со своими страхами. Я не знаю, видно это через камеру или нет, но мне жуть как страшно. Вот это один несчастный фонарь. Мистер Крипи. Ладно, мне очень этого делать не хочется. Ну, видимо, надо. Давайте попробуем поговорить. Здесь кто-нибудь есть? В этой комнате тебя видели. Покажись. Сейчас мы 1 на 1. Я тут присел на какую-то скамеечку, сижу, пока отдыхаю, не знаю, смотрю. Смотрю, пока ничего. Я рации чесал свой лоб, и ты заговорил, и я немножко обосрался. Я совсем один, и ты можешь спокойно выходить со мной на контакт. Я тебя не обижу и не хочу ничего плохого. Мне просто интересно, почему ты здесь? Почему ты не можешь покинуть это место? Мне действительно интересно это узнать. Пока зеленая. Мои друзья в других комнатах находятся. Если ты меня слышишь и ты здесь, может быть, ты себя покажешь им? Или можешь показать себя мне, издав какой-нибудь звук или заставив эти лампочки загореться. Я так пойму, что ты здесь. Листочки падают, и каждый раз кажется, что кто-то впереди меня. Подождите, кто-нибудь, подойдите к окну, мне кажется, Равшан, это ты. Посмотри на улицу. Я тебя вижу, твой фонарик. Или это Крис? Тут окна тонированные, могу только фонарь отключить, и так можем проверить. Давай попробуй. Мне кажется, это ты. А, нет, да. Равшан, это ты! Равшан! На самом деле, если бы не связь с ребятами, то можно было бы с ума сойти. Так, есть связь. У меня есть небольшое спокойствие. И оно было, пока я не встал и не решил прогуляться. И надеюсь, на монтаже сзади меня ничего не появится. Я очень не доверяю ему. Ты дух? Я не знаю, возможно, то, что камера светит мне в глаза очень прилично, так сильно. И у меня глаза, может быть, мне кажется, что он шатается немножко. Но, возможно, психосоматика, нервы, фонарик, глаза и сочетание всего. В этой траве еще до сих пор кто-то захоронен. То есть кусочки костей после дождя появляются наружу. Вот. Поэтому, в принципе, местечко достаточно жутковатое. Кто-нибудь вообще, вот вы гуляли хоть раз по кладбищу ночью? Вот напишите в комментариях. Вот я уверен, что может максимум 1% из вас были на кладбище ночью. И то, для чего они там были? Проходили мимо или же так сложились обстоятельства? Но точно не за тем, чтобы испытать какие-то страшные эмоции или же попытать свою удачу встретить привидение. Листья вот с этих веток падают, яблочко есть. На самом деле такие яблоки никогда вообще не видел. Не знаю, что это за яблоки такие. Они не похожи вообще на другие. Очень маленькие, какие-то блестящие, прям
нереально есть. Ну, давайте, что ли, попробуем поговорить. Может быть, мало ли кто-то отзовется на мой голос. Не знаю, насколько поможет это или нет. Я сомневаюсь, конечно, но попытка не пытка, как говорится. Здесь кто-нибудь есть? Если здесь кто-то есть, издайте звук. Ну, листья падают из-за ветра, понятное дело. Я последний раз зову тебя, чтоб ты издал какой-нибудь звук, заставил одну из лампочек загореться. Я об этом прошу последний раз, потому что после этого я уйду, и мы больше сюда не вернемся. Если ты хочешь этого, то мы скоро уйдем и оставим тебя в покое. Но в любом случае, несмотря на все это, знай, что ты не можешь следовать за нами после того, как мы покинем это место. Ты останешься здесь и никуда не пойдешь за нами дальше. Это твой дом. А у нас свой дом. Осталось 2 минуты нам продержаться. На самом деле для меня это действительно большой челлендж. Вроде я справляюсь, но при этом реально, страшно. Но сейчас было такое чувство, что как будто кто-то сзади меня идет. Все это время ни разу лампочка не дернулась. То есть как и горит зеленая, так и горит. А она больше не дергалась. Вот вы слышите, кто-то тусит, пока мы тут ловим привидений. Вот это да. Если ты меня слышишь, дай мне знать об этом. Почему ты не хочешь показаться? Может, это ты? Или ты? А может, это ты? Кто ты? Я могу сказать так, что мы старались, мы взяли очень интересное место для первого выпуска в такой тематике. К сожалению, мы ничего такого, можно сказать, не наблюдали. Максимум, что срабатывал ЕМФ в некоторых местах, в которых он, в принципе, и не должен срабатывать. Рампот, тот самый классный предмет, который вызвал бы дикий страх, если бы он сработал бы, он не сработал. Как-то так, были какие-то звуки, но, опять же, эти все звуки можно списать на то, что этот музей очень старый, и какие-то, не знаю, сквозняк, вибрации, можно на это все списать. Ну что, ребят, давайте возвращаемся на базу, я думаю. Принято, идем. Принято. Фух, все, я побыстрее хочу уйти отсюда. Все, я выключаю эти рации. Это было очень страшно. Такой непонятный момент, но, наверное, мне глюкануло то, что когда кто-то говорил по рации, я свечу на фонарь, я как будто движение слева себя заметил. Как будто из колонны, типа какая-то фигня, я вот так вот подпрыгнул. Я не помню, когда мне последний раз такие мурашки по телу пробегали, очень сильно, мне очень холодно стало. Ты испугался, типа на камере это было видно? Я думаю, что да, я не знаю, но я не знаю, мне прям... Я вот сейчас это вспоминаю, у меня прям сердце бьется. Я не знаю, что это был, наверное, глюк какой-то, но это было дико страшно. Это единственное, что у меня было. Я понимаю, что на этого гнома, как его назвал, сработало ЕМФ. И вот это все, я сижу, я за ним наблюдаю, то есть из-за того, что мне свет в глаза светит, я потом убираю, возможно, что зрение немножко шалит, и я смотрю на него, мне кажется, что он немножко покачивается, но я думаю, что просто кажется. После этого я когда уходил, я на него смотрю, я думаю, опять-таки, это все мое подсознание, мне кажется, что голова там левее смотреть, а тело правее. Я думаю, не может быть, скорее всего, это просто я сам себя вот так накручиваю. Не знаю, в целом, самое было реально страшное, это то, что когда ты наводишь на себя камеру, получается полный мрак вокруг тебя. Ты ничего не видишь, тебя этот LED слепит, ты стоишь, пытаешься что-то рассказать, и ты, просто вот, не знаю, в моментах, конечно, это воображение, вот казалось, что сейчас кто-то вот так вот. Да, ты сам себя накручиваешь. Накручиваешь. Вот здесь сидит.